У самурая нет цели, есть только путь. А у немцев есть Deutsche Bahn, который решил протестировать нашу стойкость. Поэтому пока мы добираемся в Прагу, я хочу вас спросить, какие места вам больше всего запомнились, если вы уже там были. А если нет, то что вы хотите посетить? А мы поехали! Хочу поделиться этим ужасом, как мы сюда добирались. Изначально все, вот план был просто план-капкан. Мы думали, отлично, мы поедем на поезде, без пересадки, все должно быть шикарно. Да, было это все шикарно до какой-то деревни, которая называлась Швандорф, то есть Лебединая деревня, это как была лебединая песня. Мы приехали в этот Швандорф, где нам сказали, а сейчас вы должны пересесть на поезд, который вас уже прям ждет и будет там ждать в следующие 20 минут. Но оказалось, что мы должны были ждать этот поезд, мы ждали его в районе часа. Когда мы ехали, мы останавливались просто еще 350 раз около каждого куста. В общем, приехали мы с опозданием 80 минут. Конечно, нам никто не объяснял, почему, но мы все знаем, что это Deutsche Bahn. Несмотря на то, что мы покупали билет, который был по прямой, там не должно было быть никаких пересадок. Только что пара остановок нас все равно предали. Так что мы сейчас раскладываем вещи и отправляемся, я в надежде, на какой-то хороший ужин. Самое главное – закупиться для детей, чтобы они были счастливы и не съели нас случайно еще. Кстати говоря, о еде нам с ней вообще не повезло, но это было логично. Мы решили, значит, такие поесть на фудкорте и ожидали приличной азиатской еды. Ага. Мы решили нарядиться сегодня в честь Рождества, успели позавтракать. Наш план – забрать вот этих орущих детей из соседней комнаты и отправиться гулять по Праге. Мы начнем с этого Prague Castle. Потом спустимся вниз уже на Карлов мост. И я считаю большим достижением этого утра, что у нас получилось забронировать, Катя хочет что-то там разрушить, забронировать место на 7 в грузинском ресторане сегодня на вечер, в то время как большинство всех ресторанов уже не предлагают и не принимают каких-то резерваций. Считаю достижением потерять и найти перчатку в Праге. Народу здесь, конечно, просто в 2 раза больше, чем летом. Это было вполне ожидаемо, потому что все-таки Christmas, но так, что это просто иногда не протолкнуться, особенно в части вокруг замка. Отправляемся, заведем детей быстро в Макдональдс, а потом отправляемся на Карлов мост. Видно, идея посетить Прагу была не только у нас, но и, мне кажется, у половины человечества просто. Вы просто посмотрите на эти массы людей.
гостиницу. Пострадали мы, конечно, морально со всеми этими кафе. Мой вам совет: если вы путешествуете в рождественское время, нужно бронировать не только вот эти ужины, но и обеды, мне кажется, завтраки, потому что уже с 2 часов вообще все было забронировано. Мы даже не смогли зайти где-то просто поесть, купить кофе. Макдональдс был единственным свободным местом. На улицах уже стояли просто толпы народу, которые вот такие же, как и мы, желающие зайти в рестораны. Поэтому мы вернулись обратно и собираемся скоро поехать в грузинский ресторан, который мы хотя бы забронировали. Этим я горжусь. А вот в грузинском ресторане нам воздалось за наши страдания на вчерашнем фудкорте. Еда была очень вкусная, а главное недорого. Мы, правда, случайно заказали вино за 50 евро, перепутав курс чешской кроны, но это просто оказалось лучшей ошибкой в нашей жизни, потому что оно было шикарное. А теперь давайте послушаем шкварчание. Такси мы не вызывали, но зато было премиум место в автобусе. Всем доброе рождественское утро! Сегодня мы отправляемся в аквапарк, осчастливим не только детей, но и себя. И нам уже выходить через 3 минуты, поэтому мы собираемся. Да, через 3 минуты уже выходить. Поэтому мы собираемся очень активно. Готова доехать уже в аквапарк. Отдаленно напоминаешь птичье молоко. Ждем всякие автобусы. Уже на этот раз после аквапарка едем с пересадкой, мерзнем, пытаемся согреться. Он идет! Наш родной автобус идет! У нас уже следующий день, но я обязательно хочу поделиться про аквапарк, что он был очень достойный, очень классный там. Мне кажется, для детей просто рай, но и для родителей теперь у меня просто как детский сад на выезде. Я могу прокомментировать со стороны родителя. Там есть очень классные вот прям areas, где можно сидеть и где не слышно музыки, где мало бегает детей. Есть прям детская зона, есть вот зона с горками. И, честно сказать, на целый день туда прям можно заезжать прекрасно. Там есть куча классных кафе, вкусное мороженое. Нам безумно понравился кофе. Мне кажется, он был просто шедевральный на самом деле. Самый лучший кофе, который мы пробовали в Праге, но мы пока, честно сказать, пробовали его только в отеле. Вот, поэтому если вы сомневаетесь, стоит ли туда идти, обязательно стоит. Для студентов там есть скидки, и если сначала мне сказали, что нужно иметь студенческий чешский билет, то потом выяснилось, что можно иметь любой билет студенческий. Самое главное просто его показать, что он существует. Поэтому, друзья, спасибо большое вам за внимание. Я надеюсь, вам понравился влог. И мы увидимся уже с вами в следующем влоге, когда мы поедем в Будапешт. Так что всем до скорого и пока!